Привет, ребята! Ситуация такая. Volvo FH12. Засвистела у нас коробка. Ехали с Москвы, засвистела коробка. Свист такой высокочастотный, непонятно какой. Стали снимать, стали разбирать, разобрали коробку. Решили на насос, потому что свист с одной стороны, где-то где насос, то масляный. Разобрали насос, сняли крышку. Коробку то же самое сняли. Положили сюда, достали насос. Вот такого образца насос, ну это уже новый, старый мы немножко потеряли. И вот в этих вот местах видно были выеденные раковинки. Но это ладно, еще насос. Нам еще подсказали, что сама шестерня привода насоса, вот такая штука, стоит внутри. Это уже старая, мы поставили тоже новую шестерню. И вот если видно на камеру, как так сделать красиво, есть небольшие такие раковинки. Не фокусируется камера. Есть небольшие раковинки. Такие же раковинки были и на этой шестерне, которую мы поменяли. Ну, грешили на нее, дай бог, что это она. Это снимается задняя крышка, чтобы насос снять. Снимаем заднюю крышку, он валяется. Да, снимаем крышку насоса, сняли. Все это не очень-то сложно, все это просто. Достали. Ну, а чтобы снять вот эту шестерню, надо разбирать сам колокол. Мы немножко поздновато снимать начали. Но на словах скажем так. Снимаете колокол. Там тоже не все сложно, все очень просто. Вот тут под насосом, вот это место шестерни, там стоит 3 лепестка, которые типа штопорные кольца. Их немножко приподнимаете механическим путем кверху, какими-нибудь острыми отверточками. Сюда стук-стук, она удавливается вниз. И рукой изнутри коробки вытягиваете эту шестерню. Вставляется он точно так же. Вставили они, шпок, зафиксировались. И ваш вал на месте. Все, дальше этот насос на место, шестерню. И все в обратном порядке зажимается. Вот такая ситуация. Сейчас собираем все назад. Ставим коробку, пробуем. Как буду пробовать, запустим камеру, посмотрим. Сделали мы или не сделали. Парни, собираем насос, собрали. И одна ситуация. Поставили ремкомплект, а он над плоскостью у нас вот столько выступает. Вот номер коробки. Можем вам продать на будущее. Вот номер запчасти. Она у нас остается. Если кому-то нужно, обращайтесь. Поедем в магазин менять запчасти. Есть два варианта. Одна повыше, одна пониже. Поэтому, когда будете покупать на будущее, смотрите, чтобы была одинаковая. Такая небольшая еще рекомендация. Все ремонты, вот если задняя крышка снимать, коробку мы повернули, ставим все вертикально. Эту сторону, когда снимали колокол, коробку, ну не то чтобы рекомендация, но так лучше. Когда снимаете колокол, лучше перевернуть колоколом кверху. Там два вала, первичный, вторичный. Их так немножко сложновато, когда крышку одеваете, сам колокол, их немножко сложновато попасть на места посадочные. И ну все равно все будет легче ремонтироваться, когда стоит вертикально. На лежачих положениях это довольно-таки нелегко сделать. Ну а так весь ремонт, если у вас такая неисправность, весь ремонт, то, что вы затратите на запчасти, а все остальное вашими руками. Это очень большая экономия. Вот и все. Проблема решилась заменой одной шестерни. Шестерня привода насоса. Сам насос мы не поменяли, потому что наличия нету. Гребаные политики, гребаные санкции, запчастей поступающих в Белоруссию нету, поэтому что есть походу на складах, тем и радуемся. Вот который привезли насос, он не тот, выступающий по длине. То есть заменили эту шестерню, а от безвыходности поставили старый насос. И в итоге все, ребята. Называется это аллилуйя. Хочу показать эти раковинки, но не получается. Телефон мы не воспроизводит все эти вот мелкие нюансы. Вот. Только из-за этих вот раковинок, которые были на этой шестерне привода насоса, стоял весь свист, получается. Там были царапины на насосе, но так понимаю, что эти царапины незначительные и на свист они не влияют. Вот причина свиста коробки Volvo FH12. Все, ребята, всем удачи, всем пока.